Приветствую капсулеры. Многие задаются вопросом, как работает трекинг. Вначале я вам расскажу теоретическую часть, а потом покажу, как это работает на практике. В первую очередь трекинг – это угловая скорость наведения ваших турелей, пушек, лазеров, рельс, а также редукторов. Также трекинг есть у всех дронов, но не стоит это путать с карами, у них истребители. Трекинг должен быть больше или равен относительно перпендикулярной скорости цели, деленной на расстояние до нее. Чтобы попасть в цель, нужно, чтобы правая часть уравнения была меньше или равна трекингу ваших турелей. Поскольку у всех кораблей, как и у турелей, есть сигнатура, вы можете попадать даже в те цели, которые превышают ваши показатели трекинга. Условно, к правой части уравнения нужно будет вычесть сигнатуру цели. То есть получится так, как сейчас вы видите на экране. По таким целям вы будете тоже плюс-минус точно попадать. Но возможно попасть по целям, даже превышающим это значение, за счет сигнатуры выстрела. Сигнатура выстрела – это что-то вроде разброса в танках, за счет которого можно промазать по неподвижной цели, ну и возможно попасть в то, до чего ваши турели еще не навелись. Поскольку в мобильной версии Евы не указана сигнатура выстрела, ее приходится примерно оценивать по ПК-шной Еве. Самый большой разброс у пушек, поточнее стреляют рельсы, ну и самые точные лазеры. Редукторы сопоставимы по точности с лазерами. Поскольку всегда учитывается относительно угловая скорость, нет разницы, орбитите вы свою цель или она орбитит вас. Если вы активно маневрируете и не можете попасть в цель, то для попадания нужно будет снизить скорость. Практическая часть начинается с того, что я встал на низкую орбиту на Т-9 Ираклия и веду огонь по цели. Поскольку нет разницы, кто кого орбитит, я сам и катаюсь вокруг своей цели. Так будет легче понимать скорость, направление движения и статус попадания. Как вы видите, я не попадаю в цель на такой орбите. Трекинг больших лазеров слишком мал. При разрыве расстояния с целью я начинаю попадать в нее, поскольку угловая скорость близка к нулю. Как только я выхожу на орбиту в 40 км, я снова перестаю попадать, так как для таких лазеров даже 200 метров в секунду на 40 км это слишком быстро. Но если цель раздует свою сигнатуру с помощью МВД, то мои лазеры уже вполне себе трекают ее. Теперь я покажу, как выводиться на цель по камере. Для этого потребуется переключить камеру на противника, включить двигатель, в нашем случае это должна быть Ларжова МВД, включить максимум инерционных стабилизаторов и сравнять наши курсы путем спама переключения направления движения по камере цели. Таким образом скорости сравняются, и так можно трекнуть практически все, что есть в игре. Бадгер орбитит мой корабль на орбите 10 км со скоростью 1300 метров в секунду. Я выставляюсь по камере, но моя скорость слишком велика, и я все еще не трекаю цель. Когда я сбрасываю скорость до скорости цели, я начинаю попадать, и очень нехило. Наши относительные, а значит и угловые скорости стремятся к нулю. Надеюсь, этот ролик улучшил ваше понимание того, что такое трекинг и угловая скорость. В дальнейшем я буду еще выпускать подобные обучающие ролики, но там будет поменьше математики и хронометраж также будет несколько меньше. Всем спасибо, кто посмотрел данное видео. Пожалуйста, ставьте лайки или дизлайки, пишите комментарии, подписывайтесь и проявляйте активность. Это не поможет развитию канала и не принесет мне никакой выгоды, но зато поможет понять, что стоит улучшить или убрать из видео.